Разговор о Чингуке и Тэхёне – это не просто два человека, делящие сцену или идущие по одному профессиональному пути. Это разговор о такой искренней и естественной близости, что порой кажется, будто она выходит за рамки времени и обстоятельств. В том, как они смотрят друг на друга, как ищут друг друга даже в толпе, есть что-то такое, что создает впечатление понимания и комфорта, которые не всегда требуют слов. Между ними все просто течет, как два кусочка пазла, которые всегда были на своих местах. С самого начала пути BTS Чингук был известен как самый младший участник, золотой макне, постоянно учась, развиваясь и исследуя мир вместе с остальными участниками группы. Но когда дело доходит до Тэхёна, всегда есть что-то особенное. Тэхён – это не просто коллега по группе или друг. Во многих моментах, которые видели фанаты, Тэхён кажется тем, кто дает Чингуку чувство комфорта и равновесия. Чингук, который когда-то признавал себя довольно собственническим по отношению к своим вещам, со временем научился делиться почти всем с окружающими. Но что касается Тэхёна, то есть много моментов, которые заставляют фанатов чувствовать, что внимание Чингука к нему действительно уникально. Кажется, будто Чингук всегда хочет убедиться, что с Тэхёном все в порядке, он рядом и не слишком далеко от него. Одна из вещей, которую часто замечают фанаты, это то, как легко Чингук и Тэхён находят друг друга в толпе. Когда вокруг много людей, их внимание иногда естественным образом переключается друг на друга. Реакции Чингука на Тэхёна часто кажутся такими естественными, как будто он привык находиться рядом с Тэхёном и чувствует себя комфортно в одной обстановке. Конечно, одного такого момента недостаточно, чтобы сделать какие-то большие выводы. Но для фанатов, которые долго следили за их взаимодействием, эти небольшие инциденты интересны. Они кажутся простой иллюстрацией того, насколько близкими они стали за свой долгий путь в составе BTS. Бывает и так, что когда Тэхён что-то говорит или делает, Чингук обращает на него внимание. Многие могут подумать, что это нормально. И действительно, скорее всего, это просто проявление внимания между двумя близкими друзьями. Но эти моменты все равно вызывают улыбку у многих фанатов, потому что показывают, насколько расслаблен Чингук рядом с Тэхёном. Их отношения особенные не только из-за моментов, которые воспринимаются как проявление привязанности. Завораживает то, насколько естественно все это происходит. Это не выглядит натянуто. Улыбки, взгляды и небольшие жесты, которыми они обмениваются, часто кажутся привычкой, сформировавшейся за годы. Чингук, который иногда кажется довольно сдержанным в выражении своих чувств, также может показать другую сторону своей личности рядом с Тэхёном. Его выражение лица может стать более расслабленным. Его смех кажется более свободным. И иногда его внимание переключается на Тэхёна, когда они оказываются в похожих ситуациях. У Тэхёна тоже своя динамика отношений с Чингуком. Хотя Тэхён известен своей уникальной и выразительной личностью, в его общении с Чингуком часто проявляется определенная нежность. Между ними возникает чувство комфорта, сформировавшееся за годы совместной жизни. Тэхён часто проявлял заботу о других участниках группы. Но в отношениях с Чингуком у Тэхёна есть еще и тот, на кого он может опереться. Тот, кто не только восхищается им как старшим, но и заботится о нем. Они, кажется, дополняют друг друга простым образом. Интересно, что когда Тэхён отвлекается на что-то, Чингук пытается вернуть его внимание. Это не обязательно должно быть что-то серьезное. Просто небольшое усилие, чтобы заставить Тэхёна обратить внимание на окружающее. Кому-то это может показаться мелочью. Но именно эти маленькие моменты часто становятся самой привлекательной частью отношений между двумя очень близкими людьми. Есть желание оставаться на связи. Есть комфорт в стремлении к вниманию друг друга. И у них есть привычка следить за тем, чтобы окружающие оставались частью момента. Самое трогательное в отношениях Чингука и Тэхёна – это то, что их близость выходит за рамки физического расстояния. Также важно то, как они понимают друг друга через выражение лиц и взгляды. Они провели вместе так много времени, что, возможно, некоторые вещи больше не нуждаются в объяснении словами. Чингук рос вместе с Тэхёном.
И со временем Чингук также стал человеком, способным оказывать Тэхёну поддержку. В то же время у Тэхёна, который годами был известен своим особым вниманием к другим участникам, появился человек, который мог уделять внимание и ему. Именно это делает их отношения такими теплыми. Трудно представить, как они разговаривают, когда камеры выключены. Возможно, они говорят о простых вещах. Возможно, смеются над чем-то, чего никто не знает. Возможно, говорят о мечтах. Возможно, говорят о работе. Или просто проводят время в тихой обстановке. Потому что в конечном итоге большая часть отношений происходит вне поля зрения камер. То, что мы видим, лишь малая часть. Существуют тысячи моментов, которые так и не были записаны. Тысячи разговоров, которые так и не были услышаны, и, возможно, бесчисленные воспоминания, известные только им двоим. Между Чингуком и Тэхёном существует близость, которую трудно описать одним словом. Это можно назвать дружбой, братством, отношениями двух участников группы, которые выросли вместе. Каким бы ни был термин, ясно одно – у них долгая история и много общего опыта. Это два человека, которые нашли утешение друг в друге на протяжении своего долгого пути в составе BTS. И именно это делает каждый маленький момент между ними таким значимым для фанатов. Разговор о Чингуке и Тэхёне похож на открытие книги со множеством глав. Каждая страница наполнена маленькими жестами, взглядами, шутками и различными моментами, которые показывают, насколько они близки. С самого начала их карьеры наблюдалась интересная динамика между ними. Чингук, который иногда кажется строгим и довольно замкнутым в проявлении своих эмоций, может показать другую сторону, взаимодействуя с Тэхёном. В некоторые моменты внимание Чингука настолько сильно, что у фанатов складывается ощущение, будто Тэхён – одна из самых важных фигур на пути Чингука. Один из часто обсуждаемых примеров произошел на сцене во время одного мероприятия. Ситуация была довольно простой. Тэхён был среди других участников. Затем подошел Чингук. Логично было бы отойти в сторону и оставить остальных на своих местах. Но то, что произошло вместо этого, привлекло внимание. Чингук подошел ближе к Тэхёну и занял место рядом с ним. Его движения не выглядели агрессивными, в них не было ничего грубого. Но создавалось впечатление, что Чингук чувствовал себя комфортно рядом с Тэхёном. Даже выражение лица Чингука после того, как он успешно встал рядом с Тэхёном, иногда выглядело как легкая улыбка, полная уверенности. Как будто он знал, что это удобное для него место. Для фанатов этот момент, безусловно, стал одним из самых милых и очаровательных взаимодействий. И дело не в том, что Чингук хотел проявить неуважение к другим участникам. Но его движения показывали, насколько естественно его желание быть рядом с Тэхён. И, конечно, мы не можем знать истинную причину этого поступка. Возможно, Чингук просто хотел постоять рядом с Тэхёном. Возможно, такое положение показалось ему более удобным. Или, может быть, это просто привычка, сформировавшаяся за годы совместной жизни. Какова бы ни была причина, этот момент остается приятным воспоминанием для фанатов. Что делает его еще интереснее, так это реакция Тэхёна. Тэхён выглядел расслабленным. Не было никаких преувеличенных выражений лица. Казалось, присутствие Чингука рядом с ним было чем-то совершенно нормальным. И, возможно, так оно и было. Когда два человека так привыкли друг к другу, подобные действия уже не кажутся странными. Сам Тэхён уже много лет известен как человек, обладающий уникальным умением проявлять внимание к участникам BTS. Он часто поднимает настроение, подбадривает других участников и создает спонтанные моменты. Но во многих случаях Чингук также показывал, что Тэхён – это не просто тот, кто нуждается во внимании. Тэхён тоже достоин внимания. Тэхён тоже способен заботиться. И у Тэхёна тоже есть тот, кто будет рядом с ним. Эта динамика делает их отношения взаимодополняющими. Это не просто одна сторона отдает, обе могут что-то дать друг другу.
И такие моменты не являются единичными. За эти годы фанаты видели бесчисленное количество случаев, когда Чингук пытался вернуть внимание Тэхёна, когда тот был занят телефоном или разговаривал с кем-то еще. Иногда он подходил, иногда окликал, иногда просто стоял рядом. Все это могло быть простой шуткой. Но это все равно показывает одно – им невероятно комфортно друг с другом. Был также момент, когда Тэхён разговаривал с кем-то во время интервью. Чингук, который сначала был немного дальше, постепенно начал приближаться. Мало-помалу он приближался. Возможно, он просто хотел услышать разговор. Возможно, он хотел присоединиться, или, может быть, он просто случайно направлялся в том же направлении. Но для фанатов эта сцена показалась невероятно знакомой. У Чингука, похоже, была привычка подходить всякий раз, когда Тэхён был рядом. И именно потому, что это было спонтанно, момент казался таким естественным. Не было необходимости драматизировать. Не было необходимости раздувать из этого нечто большее, чем было на самом деле. Это были просто два участника BTS, которые росли вместе и со временем почувствовали себя комфортно друг с другом. И в конечном итоге стали неотъемлемой частью пути друг друга. Мы, возможно, никогда не узнаем всей их истории. И, по правде говоря, нам это и не нужно. Потому что некоторые истории прекраснее, когда они остаются их собственными. Все, что мы можем сделать, это ценить то, чем они решают поделиться с публикой, и наслаждаться каждым моментом, который они создают вместе. Потому что за светом софитов, наградами, концертами и мировой славой они остаются двумя людьми, которые провели годы в одном и том же путешествии. И, возможно, именно поэтому каждый раз, когда Чингук и Тэхён снова стоят рядом, многие фанаты чувствуют, что становятся свидетелями дружбы, которая выдержала долгий путь. Просто. Естественно. И полно воспоминаний. Это Чингук и Тэхён. Не просто два человека, делящие сцену, а два участника BTS, которые росли вместе и имеют так много историй, которые знают только они сами. Back a year ago,